Это, возможно, последний раз, когда я стою у этого замечательного витража Мордехая Ардона. Такое главное место притяжения в этой библиотеке, не считая, конечно, самих книг. Центром этого выдающегося произведения являются знаменитые слова пророка Исаии. Вот они здесь в центре на желтом фоне. «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не подымет народ на народ меча, и не будут больше учиться войне. Вело ильмеду од мильхама». 28 практически веков прошло с тех пор. Пророчество это, к сожалению, не сбылось. Но, говоря о нем, я всегда вспоминаю и другое пророчество Исаии. «И соберет Господь изгнанников Израиля со всех 4 концов земли». Тоже пока не сбылось до конца это пророчество, но если мы подставим в него слово «книга», что я всегда делаю, «и соберет Господь книги изгнанников Израиля со всех 4 концов земли», то вот это пророчество сбывается буквально сейчас на наших глазах. И сбывается оно именно здесь, в стенах Национальной библиотеки Израиля. Библиотека действительно уже вот совсем скоро переезжает в новое здание, шикарное, израильско-швейцарский проект. И действительно, вот здесь вроде все выглядит, как будто ничего и не поменялось. Но на самом деле переезд осуществляется вот прямо сейчас. Прямо сейчас пакуют книги, переезжает документация, целые отделы обживают уже новые помещения. И именно здесь сегодня мне хочется рассказать вам о том, как собиралась и формировалась вообще история еврейских рукописей. Люди моего поколения, которые выросли и сформировались в Советском Союзе и выбрали для себя путь диссидентства или поисков национальной самоидентификации, в моем случае еврейской, естественно, были очень похожи в чем-то на средневековых людей. Про это сейчас даже сложно говорить, но у нас были те же самые проблемы. И главной нашей проблемой была нехватка текстов. И вот вы не поверите, если мне попадался в руки какой-нибудь учебник иврита, сборник упражнений или диссидентская литература, я садился ночью и переписывал эти тексты от руки, ровно так же, как в средние века. А вот потом, попозже, у меня появились печатные машинки. Я, наверное, был единственным человеком в Ленинграде тогда, у которого были машинки с еврейским шрифтом. Сначала совсем древняя, конца XIX века, такая типа Зингер. А потом появилась машинка более современная, очень похожая на эту. И вот на этих печатных машинках я печатал совершенно разные вещи. Карточки и подготовительные материалы к первому каталогу еврейских инкунабулов, который вышел в 1985 году. А потом для Ленинградской синагоги печатал образцы брачных контрактов кетубот, в которые они вписывали не очень умело имена и даты. Все это было очень давно, конечно, но вот даже иногда не верится, что именно так мы работали. Но было именно так. Эпоха изучения еврейских рукописей – это новое и новейшее время. Причем рукописями тогда заинтересовались не только просвещенные иудеи, но и европейские востоковеды. Многие рукописи уже тогда находились в государственных или, во всяком случае, в общественных книгохранилищах. А как можно было с ними работать? Можно было поехать в ту или иную библиотеку, сидеть и читать рукопись. А можно было попробовать заказать эту рукопись, чтобы ее тебе привезли. Такой, можно сказать, межбиблиотечный абонемент, только с настоящими средневековыми рукописями и для настоящих востоковедов, исследователей. Вот такой пример. С 1927
по 1937 год в Германии готовили критическое научное издание еврейской Библии. И для этой цели в 1935 году по межбиблиотечному абонементу запросили из Ленинграда самый ценный библейский кодекс – Ленинградский кодекс. Рукопись была послана из большевистской России в нацистскую Германию в 1935 году. 2 года прожила среди нацистов и спокойно вернулась к большевикам. Такие вот исторические курьезы. Этот период охоты за рукописями завершился с возникновением государства Израиль. И связано это с именем первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона. Давид Бен-Гурион был не только выдающийся политический деятель со стратегическим мышлением, но и человек, в некотором смысле обладающий пророческими качествами и пророческим видением развития своего народа. 1946 год. Европа стоит в руинах. Бен-Гурион посылает в Европу 2 молодых ученых – Гершома Шолома и Авраама Яари с миссией постараться найти в Европе ставшие бесхозными еврейские книги и вернуть их сюда, домой. И они действительно привезли из Европы совсем немало книг, примерно 500 000. В основном это были книги печатные, но были среди них и рукописи тоже. Но подавляющее большинство еврейских рукописей находилось в национальных хранилищах. Катастрофа их не затронула, и понятно было, что никто в Израиль их не отправит. И вот здесь проявилось еще одно совершенно гениальное провидение, пророчество, я бы сказал, Бен-Гуриона. Представьте себе, 1950 год. Страна экономит буквально на всем. Еда, одежда, все по карточкам. Вообще-то страна готовится к потенциальным будущим войнам. И в этот момент Бен-Гурион пишет письмо своему легендарному министру финансов Каплану и говорит о том, что нам необходимо создать еще один культурный институт. Институт микрофильмов еврейских рукописей. Идея состоит вот в чем. Неважно, где сегодня рукописи хранятся, но в Израиле будет храниться охранный микрофильм каждой из них. То есть идея сама по себе и очень простая, и совершенно гениальная. Если нам не дают рукописи, мы должны иметь микрофильмы, каждый из них здесь, в Иерусалиме. И вот в 1952 году создается этот институт микрофильмов еврейских рукописей. Он работает очень интенсивно в течение многих лет, до сегодняшнего дня. И сегодня мы здесь имеем 75 тысяч микрофильмов еврейских рукописей. Плюс 8,5 тысяч рукописей мы имеем здесь оригинально в хранении. И это вместе, как мы считаем сегодня, составляет примерно 90% всех еврейских рукописей в мире. Это вообще-то совершенно выдающаяся цифра и выдающееся достижение этого института. Теперь поймите, чтобы изучать еврейские рукописи, не надо было бегать по миру. Можно было просто приехать в святой город Иерусалим, в Национальную библиотеку. Национальная библиотека открыла проект, который называется «КТИВ». Это произошло в 2017 году. Сегодня микрофильмы еврейских рукописей сканируются и выкладываются в открытый доступ на сайте самой библиотеки. Вот, например, рукопись «Автограф» Азарии де Росси, первого профессионального выдающегося еврейского историка из Италии XVI века.
И уже, собственно, и в Иерусалим ехать не нужно. Можно изучать эти рукописи просто у себя дома, лежа на диване, как хотите вообще-то. Но случилась еще одна революция. И эта революция была связана с открытием Института еврейской палеографии. Основателем этого института и бессменным его директором является профессор Малахи Бейтарье. Он решил собрать во всем мире датированные еврейские рукописи до 1540 года и очень глубоко фундированно описать их. Вот все, о чем мы с вами говорили в этом сериале, чернила, пергамен, почерк, все это должно было быть учтено в так называемых опросниках. Начиналось с общей информации, где рукопись хранится, название, если есть, сколько в ней листов и так далее. Но с каждой страницей эта информация становилась все более и более глубокой. Отмечался не только, например, цвет чернил, но даже оттенок этого цвета. Но в какой-то момент делать это вручную стало не нужно. Появилась новая компьютерная программа, остроумно названная «Сфардата». В эту программу стали вносить все данные о рукописях. И в какой-то момент у нас вырос настоящий новый инструмент, с которым мы можем работать. Сегодня 5000 датированных еврейских рукописей загружены в программу «Сфардата» в самом широком спектре всех возможных параметров. Работая в этом проекте с израильскими коллегами, я впервые познакомился с современными технологиями, которые, несомненно, облегчают проникновение в рукописи и делают их еще более доступными для исследователей. Это прежде всего чтение текстов в ультрафиолетовых лучах, когда перед тобой всплывает текст, который до этого был недоступен. Эта технология помогла нам уточнить происхождение важнейшего для истории Восточной Европы документа «Киевского письма» из Каирской Генизы. Там впервые упоминается название города Киева, но первая буква попала на сгиб пергамена, и прочесть ее просто так казалось невозможным. Но современные технологии помогли, и буква «Ков», первая буква слова «Киев», достаточно отчетливо высветилась. Без использования современных технологий было бы просто невозможно развитие такого раздела науки, как кумранистика. Сегодня реставрационная лаборатория управления древностями Рашут ха-Аттикот, можно сказать, святая святых для всех тех, кто занимается кумранскими свитками. Без усилий реставраторов этой лаборатории большинство свитков мы просто не смогли бы прочесть, не смогли бы их развернуть и зафиксировать текст. А сегодня применяемые здесь технологии позволяют исследователям еще и уточнять возраст конкретных свитков. Конечно, технологии развиваются, и иногда мне кажется, что в нашем 21 веке традиционным книговедам уже и места не будет. Но все-таки пока еще рукописи невозможно изучать без людей. А когда мы их изучаем, мы видим, что, несмотря на все наши технические возможности сегодня, мы сталкиваемся примерно с теми же проблемами, с какими сталкивались и наши предки. В иврите существует выражение «мешанне маком», «мешанне мазаль». Его можно перевести так: меняешь место, меняешь и судьбу. Но относительно наших книжных богатств Национальной библиотеки Израиля я совсем не хочу, чтобы они поменяли свою судьбу. Но тем не менее мы переезжаем в новое здание. И, конечно, хотелось бы, чтобы в этом великолепном здании работа с рукописями стала более удобной, да и самим рукописям, чтобы было здесь удобнее. Поэтому я как-то для себя это выражение переделал и говорю его так: «Мешане маком, мешапер мазаль».
То есть меняешь место, но улучшаешь судьбу. Вы знаете, я хотел бы завершить наш сериал цитатой из моего любимого средневекового автора Иуды ибн Тибона. «Сын мой, сделай книги своими друзьями, а книжные шкафы и полки своими садами и парками. Пасись в тех садах и срывай в них розы, и собирай благовония, и мирру плодов их. А если станет тяжело на душе, и ты устанешь, переходи из сада в сад, от клумбы к клумбе и от пейзажа к пейзажу. И тогда возобновится твое рвение и наполнится гордостью душа твоя».